Всех приветствую. Мы в Болгарии, и это один из лучших аквапарков Европы. Аквапарк Несебр. Если вы там еще не были, то при первой же возможности мы настоятельно рекомендуем его посетить, так как вы точно сможете реально насладиться удовольствием и возможностью пощекотать свои нервы. Этот аквапарк с полной уверенностью можно назвать самым экстремальным на побережье. Чего только стоят захватывающие дух горки. Это космос, камикадзе, свободное падение и много всего подобного. Для начала заходим на официальный сайт аквапарка, нажимаем nesebr.bg, далее перевод на русский язык, если не знаете болгарского, конечно, и смотрим, что нам реально могут предложить и за какие деньги. Тут замечательный интерфейс на самом сайте. Все понятно будет абсолютно каждому. Тут вы можете купить билеты онлайн, но сейчас уже осень и онлайн покупки уже нет. Но когда вы будете в Болгарии и еще в сезон, а аквапарк начинает работать с середины мая по середину сентября, то все цены вы увидите, конечно, сразу или заранее. Здесь на сайте вы увидите вот такую демонстрацию, что там есть и чем вас будут развлекать, чтобы вам там не было скучно. Тут подробно описаны те горки и аттракционы, которые могут вас реально заинтересовать. Конечно, за весь день вы там, естественно, проголодаетесь, и вам не лишним будет информация, есть ли тут бары или рестораны. Они там, конечно, есть и находятся на территории аквапарка. Даже сейчас на сайте вы можете ознакомиться с ценами, что были в прошлом сезоне. Тут все понятно, и, возможно, такие же цены будут и в следующем году. Обычно на взрослого человека стоит по 34 евро. Мы считаем, что этих денег оно абсолютно стоит, особенно за те ощущения, что вы там испытаете. Далее обратите внимание на то, как вам бесплатно добраться до аквапарка, туда и обратно. Если вы не желаете ехать на автобусе, то вам лучше взять такси и доехать самостоятельно. Аквапарк Несебр знают все таксисты. Тут же указано время работы аквапарка. Это с 10 утра до 6 вечера. Ну а тем, кто желает бесплатно проехать на автобусе, то на сайте указаны места остановок и время прибытия. Все абсолютно понятно и более чем доступно. Только съелените, имейте в виду, что автобус отправляется один раз утром в 9:45 и обратно из аквапарка отправляется в 6 часов вечера. А вот с Солнечного берега, с Несебра или с Витивласа автобусы курсируют каждые полчаса. Далее я рекомендую вам зайти в раздел «Карты» и более подробнее ознакомиться с тем, какие аттракционы и где на территории они находятся. Мы заранее намечали то, что нас интересует, и при входе мы уже не теряли время, а двигались по своему маршруту. Вот съелените, где мы остановились. Мы на автобусе доехали до аквапарка. Там у нас без всякой очереди и суеты взяли наши билеты и выдали нам браслеты. Теперь при входе справа вы можете арендовать ящик и положить туда свои вещи, которые вам пока не нужны. Рядом справа есть еще и кассы, где вы сможете положить деньги, а затем расплачиваться за еду в барах или ресторанах. Еще желательно на сайте аквапарка зайти в раздел частых вопросов и ознакомиться с тем, что вас может заинтересовать. Например, про домашних животных, так как именно в Болгарии мы часто встречались с людьми, которые путешествовали со своими питомцами. Про детей тут все понятно, про шезлонги тоже понятно, потому что они бесплатны на всей территории. Конечно, про парковку, если вы на своей или арендованной машине. Да, и, конечно, про полотенца посмотрите, которые вам лучше хоть одно, но взять с собой. И про последний автобус, во сколько отправляется, обязательно посмотрите. Про документы, допустим, мы тоже не знали, что документы просто необходимо брать с собой. Про еду и напитки, которые люди очень часто пытаются взять с собой, но, к сожалению, при входе охрана может у вас их забрать. Да, еще меня заинтересовало вот такое замечательное предложение «Руки и сердце» для новых отношений. Согласитесь, креативненько и очень даже необычно. Одна из первых горок, что мы наметили, это большой слалом. Там, кстати, вас будут фотографировать фотоавтоматы, поэтому не скрывайте свои эмоции. Единственное, что в этом аквапарке очень часто всеми обсуждается, это очереди на горки, особенно в выходные дни. Есть тут, конечно, и такой спокойный релакс для тех, кто уже поэкстремалил, и, конечно, трамплины разной высоты, которые не оставят никого без внимания. Построено все очень качественно и интересно.
Трамплины тут имеют две высоты. Это 2 метра 10 сантиметров и 3 метра 60. Разрешается прыгать всем, кто выше 1,30 м. Ну и, конечно, две самые интересные экстремальные горки – это свободное падение и, естественно, камикадзе. Куда же без этих названий? Хотя, по нашим ощущениям, круче всех – это все-таки космический шаттл. Но даже эта горка, имея 146 метров спуска, доставит вам множество новых эмоций. А когда вы решите передохнуть, то вам также будет интересно посмотреть на разнообразие прыжков, которые вытворяют не только подростки, но и, конечно, взрослые. В этом аквапарке я замечал, как взрослые люди в одно мгновение становятся детьми, да и сам за собой такое почувствовал. Вам тут некогда будет о чем-то думать. Прыгай, катайся и кайфуй. А эти два спуска под названием «Воздушные зазоры» интересны тем, что в конце вы летите в глубокий бассейн, а не тормозите, как это обычно бывает. Тут в адреналине находятся все, и дети, и взрослые. А пока вы в очереди стоите, вы замечаете вокруг только счастливые лица людей и детей. И, конечно, вас это заряжает такой же энергией. Как сближают эти горки родных и друзей, забывая о любых проблемах. Когда вы там, скучать вам не придется. А поднявшись наверх, вы понимаете, насколько этот аквапарк огромный. Нужно попробовать прокатиться на вот этой горке «Вулкан», если вам нравится плюхаться в глубокий бассейн. Мы тоже решили во всем тут поучаствовать. Как я уже говорил, ее называют слалом. Но на этой горке спускаться нужно хоть и на баллоне, но когда вы разгоняетесь и на одном из спусков почти летите вниз, и при этом вас еще и водой обливают в лицо, то вам реально захочется это повторить еще не раз. После нескольких покатушек на этой горке мы отправились покорять свободное падение и камикадзе. Зеленая камикадзе и желтая, которую называют свободное падение, находятся на одном уровне экстрима. Эти экстремальные спуски ошеломляют вас очень быстрым спуском, а затем вам придется подождать, пока ваши ноги перестанут трястись и сердцебиение успокоится. Ну, по крайней мере, так нам пишут на сайте, я с этим полностью согласен. Далее интересная была сумасшедшая гонка. Так она называется на сайте, где вы можете хоть сидя, хоть лежа спускаться с нее. Итог один и тот же. Она классная. Ну и, конечно, аттракцион, который чисто для детей, под названием «Остров сокровищ». Тут дети всегда в восторге. И ничуть не меньше, чем родители, которые развлекаются на больших горках. У кого возникнет желание, может попробовать себя в симуляторе серфинга. Мы решили пока ее пропустить. А вот цунами – это очень интересная горка, и она понравилась всем без исключения. На территории постоянно проходят развлекательные программы. Если вы уже все аттракционы прошли и вам стало скучно, вы можете поучаствовать в любой из них. Далее мы были на Кобре. Эта горка является визитной карточкой этого аквапарка. Она очень интересная, но к нашему большому сожалению, именно на нее была очень большая очередь. И нам удалось покататься только по разу. А вот этот аттракцион является самым крутым, самым быстрым во всем аквапарке Несебр. Советую вам хоть единожды в жизни попробовать это точно. Потому что вы будете долго потом вспоминать и делиться с другими своими ощущениями. Я замерял время и был удивлен, с какой скоростью вы там будете лететь. Да, рядом с аквапарком есть отель, который называется Аквапарадайс. А вот этот аттракцион называется Драгера. Он очень экстремален и хотел бы вас предупредить. На нем необходимо прижимать голову и не расставлять локти в сторону. Это все для того, чтобы избежать любых травм. На всей территории аквапарка очень много развлечений и аттракционов. Даже за весь день нам не удалось на всех прокатиться. Это нужно планировать хотя бы дня на 2. Мы даже покушать не успели, настолько это было интересно. Ну а для очень маленьких детей есть свои горки и свои развлечения. Это место они назвали детским королевством. Так оно и есть.
Ведь дети там находятся просто в эйфории. Потому что рядом много других детей. Ну и, конечно, из-за того, что родители находятся рядом. В заключение хочу сказать, что мы 100% будем еще раз планировать посещение этого аквапарка Несебр. Чего и вам желаем.